Друзья, всем привет! Салам алейкум, China Cars на связи из Шанхая. Сегодня 24 апреля, и мы с командой выдвигаемся на Пекинский автосалон. Это главное автомобильное мероприятие этого года. И это не просто выставка машин. Сейчас китайцы стали делить мировой автопром на тех, кто разрабатывает свою экосистему, делает батарейки, пилит софт, на тех, кто до сих пор гордится историей своего бренда. Посмотрите на этот шанхайский вокзал, масштабы поражают. Если вы думаете, что китайцы делают плохие машины, для себя задайте вопрос: разве можно сделать вот такую хорошую инфраструктуру для людей и плохие машины? В общем, погнали на автосалон, посмотрим все своими глазами. Сколько мы там едем? 342. Кажется, Xiaomi Su7 Ultra быстрее едет. Мы на месте. Позади меня больше 1000 автомобилей на стендах и 181 мировая премьера. Давайте посмотрим все самое интересное. Denza Z. Это когда BYD пришел и сказал: а давайте-ка сделаем китайский суперкар, но без ценника Ferrari. Больше 1000 лошадиных сил, разгон до сотни меньше 2 секунд, полный электропривод, система умного распределения тяги и подвеска с магнитореологическими амортизаторами. Будет купе, кабриолет и трековая версия, плюс зарядка BYD Flash Charging до 1500 киловатт, друзья, на специальных станциях, естественно. Цена пока официально не объявлена, но китайские СМИ пишут, что могут удержать до 500 тысяч юаней. BYD, короче говоря, вообще полные красавчики, умеете, могете. Заходят в сегмент суперкаров и просто всем лещей раздают. BYD выкатили свой новый C-Line 08, их морская тематика. Здесь 800-вольтовая архитектура, пневмо, задние подруливающие. Автомобиль, конечно, и вживую красивый, и по цене, я думаю, очень сильно удивят. Пока еще официальных цен нет, и в салон попасть не можем, здесь все наглухо затонировано. Пока в BMW спорят про ноздри, BYD обучает автомобили, чтобы капот открывался с постукивания. И обратите внимание, здесь, не знаю, можно бассейн, наверное, целый для ребенка сделать. Посмотрите, сколько здесь места. Вы кто такие? Я вас не звал. Тут топовая пневмоподвеска Dissus Ace с подруливающей задней осью, поэтому машина, несмотря на размеры, очень маневренная и мягкая. Батарея Blade Battery 2.0 до 130 киловатт-часов, а благодаря 1000-вольтовой архитектуре машина заряжается с 10 до 97% примерно за 9 минут. В топовой версии почти 800 лошадиных сил, полный привод и разгон около 4 секунд до 100, а запас хода до 950 километров. Voya за последнее время очень серьезно прыгнул вверх. Сегодня он на автосалоне представил новинку Voya Taishan X8. Этот автомобиль отличается от обычного Тайшана тем, что здесь только 5-местная версия, а в обычном Тайшане у нас есть 6 мест. Это уже реально класс L9, M9 и 9X. И самое интересное, Voya засунул туда практически все. Harmony OS Cockpit, Huawei ADS, 896-линейный лидар нового поколения, сразу 4 лидар-сенсора, городской и трассовый автопилот. По сути, Voya сейчас превращается в Huawei Luxury Car, как Аита, потому что огромное количество технологий в этом автомобиле взаимствованы у Huawei. Интерьер сделали довольно жирный, 2 экрана, беспроводная зарядка, имеется потолочный задний монитор, но акцент сделали на заднем ряду. Задний ряд довольно просторный, смотрите, здесь столик открывается, можно наклонить спинку вот так вот комфортно. Друзья, здесь потрясающий массаж. Вот сейчас вот здесь кто-то до меня включил, прям очень комфортно. Имеется вот такая вот шторочка. Ну, в целом все по классике для семейных автомобилей. И мне кажется, что вот такие вот 5-местные версии сейчас набирают обороты. 6-местные не совсем все-таки удобные. Вот здесь вот смотрите, раз, убрал и все.
пожалуйста, сидите спокойно и едете в дальнюю дорогу. 22-е диски на резине Pirelli, но, конечно, хром-диски на любителя. Напишите в комментариях, зашло вам вот в таком исполнении или нет. Мне что-то кажется как-то перебор. Автомобиль на самом деле получился интересный и будет выпускаться в двух версиях. Одна электрическая полностью и гибридная, которая имеет прямую связь с колесами с батареей 65 киловатт-часов, которая позволит проехать на чистом электричестве до 370 километров. Еще видите, как кофеек наливают, печеньки, всякие сладости китайские. Умеют к себе расположить. Хочется спросить у Audi, в этом году вы чем вдохновляетесь, что делаете такие автомобили? Вот раньше, смотрите, история. Это чистая инженерия. Десятилетия просто разработок. Пойдемте покажу свой любимый автомобиль от Audi. А вот это вот моя любимая машина. Можно и на природу поехать, куда-нибудь на дачу, и в городе раздать. И мне кажется, вот этот кузов Avant никогда не выйдет из моды. Вот вы хоть что там делаете, сейчас китайцы все-таки копируют, так же, как и вот ET5 Touring мой, да, вот то же самое, такой же кузов. Поэтому хочется сейчас, чтобы вы на контрасте сравнили, какие Audi делали раньше и какие Audi делают сейчас. E7X. На самом деле это очень важная машина для Audi, но по факту это уже не совсем немецкий Audi. Обратите внимание на буквы. Здесь есть Audi, но нет традиционных колец. Этот автомобиль собирается в Китае специально только для Китая совместно с заводом SAIC. У автомобиля 900-вольтовая архитектура. Батарея от Cattel 109 киловатт-часов и разгон до сотни за 3,7 секунды. Имеет полный привод, так и задний привод. Все в салон чувствуешь себя просто в каком-то будущем. Посмотрите, как реализована вот эта панель. Все электронное. Радует, что оставили физические крутилки для того, чтобы управлять громкостью. Но по факту, друзья, это уже не немецкая Audi, а это китайская Audi. Со всем вот этим наполняющим внутри. Конфигуратор на этот автомобиль еще не открыт. 8 мая мы узнаем цены и посмотрим, насколько эта история интересна нам по деньгам. Пока я думаю, что цена где-то будет в районе 400-500 тысяч юаней. Пришли, значит, мы в Xiaomi посмотреть U7 GT. Нету, друзья. А что я сделаю? Ну и все. Зато поставили вот такой вот концепт-кар. Это Xiaomi Vision GT. 1900 лошадиных сил, 900-вольтовая архитектура. И если вы посмотрите на автомобиль, он как будто бы насквозь просто прошивается аэродинамическими отверстиями. Понятно, что он в серию вряд ли выйдет. Это концепт. Я, кстати, видел видео, как Лэй Джун, это основатель Xiaomi, брал себе Lotus Eletre и катался на нем. Я так думаю, что вот как раз-таки тестирует аэродинамику, потому что у Lotus тоже там везде отверстия, и они очень хорошо с этим работают. Вот такой вот концепт-кар, с виду красивый, ну, а в целом остальные машины вы, наверное, и так видели уже у себя в городе, поэтому я думаю, что показывать их не стоит. Идем дальше. Танк представил свой новый гибридный танк 700, и он отличается от чисто бензиновой версии. Что здесь по характеристикам? Давайте кратко. Два электромотора, батарейка 59,6 киловатт-часов, работает в паре с двигателем 2 литра турбо. В машине почти 900 лошадиных сил, если быть точным, 860 с копейками. Но он разгоняется за 5,9 секунды до 100, потому что весит как броневик, целых 3,2 тонны. На крышу добавили новый лидар, и посмотрите на этот цвет, изумрудно-зеленый, такой же, как раньше был на Лисяне L9. Цвет на самом деле очень богатый, и этому автомобилю, мне кажется, идет. В салоне также есть небольшие изменения. Здесь переработали центральную консоль. Чип сейчас у нас более мощный, 8295. Цветопередача и картинка на высоте, ничего не лагает. Добавили холодильник. Раньше здесь не было холодильника. Можно теперь положить напитки, также и чего-нибудь подогреть. Ну и вот такой вот монитор, который открывается на заднем ряду. Также на всех сиденьях имеется обдув, массаж и подогрев. Сзади добавили вот такой вот спойлер на крышу, и нижнюю часть чуть-чуть переработали, добавив вот такой вот обвес. Теперь самая главная цена. 468 тысяч юаней.
здесь, в Китае, за самую топовую версию. Как думаете, дорого или нет? Напишите в комментариях. А это тот самый 4-литровый битурбо-движок, который танк собирается поставить в своей модели танк 300, 500 и 700 уже в следующем году. Говорят, даже в этом году, в конце года, предсерийные машины уже появятся. Очень интересно. 4-литровые двигатели от китайцев. Самая громкая новинка пекинского автосалона – это Lysian L9 Livis. Давайте пробежимся по основным его характеристикам. Под капотом у нас все тот же 1,5-литровый турбодвижок, но уже доработанный третьего поколения. Батарея 72,7 кВт-часа от Cattle, которая позволит нам проехать на чистой электротяге 420 километров. Но самое интересное – это, конечно же, 800-вольтовая архитектура с полностью независимой подвеской. Все новое – это хорошо забытое старое. Посмотрите, как раньше уже Citroën имел возможность менять свое колесо, если вы его, не дай бог, прокололи. Так вот, Lysian внедрил эту технологию с помощью того, что у нас активная подвеска. Также можно вывесить автомобиль и поменять свое колесо. Можно также поехать на этом семейном кроссовере куда-нибудь на песок, зарыться там, и автомобиль, так же как Maybach, раскачается и выйдет из этого препятствия. Если же и это не помогает, можно приподнять одно колесо, вставить дощечку и попробовать продолжить движение. Единственный момент, что запаски в этом автомобиле нет. Как вы видите, по габаритам автомобиль у нас получился больше, чем предыдущее поколение L9. Ну и самая главная цена. Предварительно автомобиль стоит 559 800 юаней, и финальную цену мы узнаем 15 мая, когда откроется конфигуратор. Делайте ваши ставки. Сделают они скидку на него или нет? По последней информации, которую я сейчас получил здесь на выставке, этот автомобиль будет доступен на экспорт без ожидания 180 дней. Поэтому я думаю, что впереди будет очень много Lysian'ов, которые мы экспортируем. Китаизация немецкого автопрома продолжается. Volkswagen показывает новый автомобиль ID Era 9X. Внешне очень похож на Lysian L9, друзья. Если убрать шильдики, то, наверное, будете думать, что это очередной какой-то китайский автомобиль. Но это не так. SAIC совместно с Volkswagen разработали и сделали вот такой вот продукт. Это ERF гибрид, хотя Volkswagen раньше говорил, что эта технология неправильная, и сам вот выкатил такой автомобиль. Но, правда, уже совместно с китайским SAIC. Такое ощущение, что я сижу в Lysian L9. Вот этот вот салон, цвет, ну прям максимальная копия того, что мы видели на L9. Двойные мониторы. Что вам напоминает что-нибудь? Мне напоминает это тот же самый Lysian. Кстати, картинка на Lysian ощутимо лучше. Руль Volkswagen, крутилки физические. Имеется вот такая вот интересная приборная панель. Как будто бы спрятана она здесь за деревом. Выглядит, кстати, классно. Понимаете, да, для кого задний ряд, собственно, сделан? Детки смотрят мультики, и здесь есть огромный большой экран. По сути дела, отделка, знаете, такая, гораздо беднее, чем в Lysian. И сзади нет доступа к холодильнику. Я считаю, что это минус. Я уже сидел на этих сиденьях. В принципе, эргономика нормальная, но опять же говорю, у Lysian, мне кажется, даже в 23-м году было лучше. Здесь у нас 800-вольтовая архитектура. Задние колеса подруливают. Батарея 65 киловатт-часов от Cattle. Есть абсолютно все, что нужно. И это работает вкупе с 1,5-литровым турбодвигателем. Как думаете? Мне кажется, у китайцев есть огромное доверие к бренду Volkswagen, и многие захотят внутри Китая себе купить этот автомобиль. Потому что на самом деле, если откинуть все, то внешне он выглядит прям солидно.
Самое страшное для лисяна Аита — это не Xiaomi или Zeekr, это вот этот вот Leapmotor D19, одна из самых громких новинок на этом пекинском автосалоне. Обратите внимание на салон, здесь не хуже, чем в лисяне L9. Да, может быть, материалы где-то чуть-чуть попроще, но все те же массажи, обдувы, подогревы. Экран у нас переднего монитора работает на чипе Snapdragon 8797, их здесь даже целых 2. Потолочный экран, в целом все, что нужно для комфортного передвижения. От цены вы упадете в обморок, как, наверное, упал в обморок сам лисян. Гибридная версия стоит 269 800 юаней в самой топовой версии. Электроверсия будет дороже, 299 800 юаней. Задняя часть автомобиля, в принципе, похожа на другие девятки от различных брендов, но они решили выделиться и добавили вот такой вот тетрис на задний фонарь. И, кстати, Leapmotor можно вывозить на экспорт без ожидания 180 дней. Производитель на это реагирует положительно. Вот это тот самый автомобиль, который все хотят, но пока невозможно купить. Трехмоторный Zeekr 8X. Это родной свой матовый серый цвет. Что думаете насчет этого? Я думаю, что красиво-то красиво, но, может быть, не практично будет. Вот этот вот салон, который все хотят, потому что почему-то большинство наших клиентов именно вот этот цвет выбирает. Но я думаю, что да, он такой серьезный прям. Обратите внимание, здесь карбона насыпали тоже снизу. Карбоновый диффузор. Почему вот эти места не сделали в карбоне? Здесь есть карбон, а здесь нету. Непорядок. Берите пример у Mansory. Все в карбон надо было закатать. So what do you think about electric cars? My mind is Chinese doing well and growing the market, good quality, and there is no doubt that Chinese electric car will be have a lot more to export, and even for Chinese people the same. Когда я увидел фотографию в интернете, я подумал, что это какой-то прикол, либо ИИшка нарисовала картинку, а оказывается нет. Они действительно показали Zeekr 9X в обвесе Mansory. Если Rolls-Royce, который стоит рядом вот здесь, вот посмотрите, как-то выглядит еще как-то окей, да, то вот этот вот автомобиль вот в этом обвесе, мне кажется, немножко кринжово смотрится. Честно сказать, Mansory никогда не славились своими точными зазорами, но делали максимально агрессивный и такой прям брутальный дизайн. Я не знаю, получилось у них в этот раз или нет. Это судить, конечно, вам, потому что мое субъективное мнение, что какой-то перебор. Хотя я уже предвижу, что на том же Taobao сейчас пойдут китайские копии, реплики вот этого Mansory. И они, конечно, молодцы, что чувствуют этот тренд, что машина актуальна, и будут сейчас китайцам продавать вот эти вот Mansory. То есть это же все сделано-то на рынок Китая. У кого сейчас бабки есть покупать Mansory обвесы? Европейцы, наверное, уже сейчас деньги считают, а у китайцев денег много. Поэтому, пожалуйста, вот для китайского рынка вам Mansory. Напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Салон, к сожалению, не дали посмотреть, но мы, если найдем кадры, то обязательно вставим, чтобы вы посмотрели, как и в салоне все выглядит. На 2-литровый движок накинули 4-ствольную выхлопную систему. Очень бы хотелось, чтобы в этом автомобиле был какой-нибудь 6 литров V12, но, к сожалению, здесь 2 литра гибрид и 1400 лошадиных сил. Машина классная, но в этом обвесе с таким выхлопом, я думаю, что в России или в Казахстане будут показывать на тебя пальцем. Новый пятиместный Lincoln Co 900. Отличий по техническим характеристикам нет, есть небольшие отличия по внешке и по салону. Добавили новый дизайн дисков. По-прежнему размер остался тот же, 21-й. Просто поменяли дизайн. Как я и говорил уже ранее, сейчас идет в Китае тренд вместо 6 мест ставить 5 мест на семейные кроссоверы. Вот в данном случае посмотрите, сколько места впереди, насколько удобная посадка сзади. Мне такая компоновка в разы больше нравится, чем 6-местная. Огромный вот такой вот подлокотник удобный. Имеется здесь 2 подстаканника. Зарядка на 100 Вт беспроводная внутри есть. Также можно делить экран на 2 половинки.
Короче говоря, я вам скажу, что вот эти пятиместные явно будут пользоваться большим спросом и в Китае, и за рубежом, потому что не всем нужно вот это вот шестиместное пространство. Еще и пойдемте посмотрим багажник. Он здесь, говорят, очень большой. Вы можете спокойно поехать на природу, открыть багажник и сесть здесь вдвоем, втроем, так как эта крышка багажника выдерживает 300 килограмм. Но посмотрите, что позади меня. Огромный просто багажник. Можно положить 1, 2, 3, 4, примерно 5 чемоданов. Еще и рюкзак, коляску. Багажник здесь огромный. Вот это вот, мне кажется, самое большое преимущество, потому что в шестиместных машинах обычно идут очень маленькие багажники. Эти автомобили, друзья, доступны на экспорт без ожидания 180 дней. Кто планирует заказывать, можете к нам обратиться, сделаем расчет до вашей страны. А вот он тот самый свежий, обновленный Zeekr 009. Как видите, почти ничего не поменялось, только вот этот вот ДХО добавили снизу. Диски поменяли, теперь здесь стоит стиль такой же, как на 9X. Но не только диски и саму подвеску, она теперь одинаковая, такая же закрытого типа, с быстрым откликом, как на 9X. Внутри, конечно, это, наверное, самый комфортный MPV, в котором я когда-либо ездил, но здесь сейчас добавили еще больше комфорта, а именно массаж такой же, как в 9X сзади, то есть массирует пятую точку. Реально очень крутой массаж. Помимо этого, сиденье может разворачиваться на 180 градусов, и вы можете смотреть друг на друга. Фишка не новая, но в 009 этого не было. Но самое приятное, что здесь еще добавили новую аудиосистему Naim. Также играет круто, как в 9X. Хотя в Lotus, вот я сравнивал, у меня есть и 9X, и Lotus, там стоит кеф на 23 динамика. Звук в кефе ощутимо чище. По багажнику в целом все то же самое, единственное, добавилась вот эта ниша внизу. Туда можно спрятать все самое ненужное, чтобы не катался по багажнику, тут не шумело. Основного релиза автомобиля еще не было, но на данный момент мы уже знаем, что здесь 900-вольтовая архитектура, стоит батарейка новая от Cattel 115 киловатт-часов, и сейчас главный вопрос, непонятно, будет ли 140-киловаттная батарейка на хотя бы 800-вольтовой архитектуре. Вот это вот вопрос остается открытый. Они это держат в тайне. Я думаю, что на 900-вольтовый, конечно, 140 киловатт они не дадут, но хотя бы на 800-вольтовый должны показать. Ну, посмотрим, когда уже будет официальный релиз. Huawei представил свой новый MPV Luxeed V9. По факту это уже прямой конкурент Zeekr 009. Самое интересное, Zeekr до сих пор не сделали 009 в гибриде, только чистая электро, а Luxeed V9 сразу выходит как EREV гибрид с запасом хода до 1250 километров. Здесь 800-вольтовая архитектура, Huawei ADS 4.0 с лидаром, пневмоподвеска, подруливающая задняя ось и огромный салон с авиационными креслами. Длина машины больше 5,3 метра, а колесная база 3,250 мм. При этом Zeekr 009 все еще мощнее. Но Luxeed делает ставку именно на комфорт. Технологии Huawei и дальние поездки без вечных зарядок. Цена Luxeed V9 ожидается примерно от 400 до 550 тысяч юаней. Не могу не показать вам концепт-кар от компании Citroën. Называется Elo. Посмотрите, какой цвет. Прям вот, если приблизиться и посмотреть, такая прям передача классная. Очень веселый, интересный автомобиль. Я не знаю, может быть, когда-нибудь мы увидим на дорогах такое. Это было бы настроение ежедневное. Выходишь, и такая тачка тебя встречает. Но, увы, это концепт. В этот раз меня Lynk & Co прям очень сильно порадовал. Выпустили свой новый интересный автомобиль 10+. Что же здесь, собственно, интересного? Вот конкретно в этом автомобиле, друзья, 925 лошадиных сил. 2 мотора, электромотора. Батарейка пока еще не раскрыта, но говорят, что она будет где-то примерно 77 киловатт-часов. Так вот, самое главное,
Автомобиль стоит вот в такой комплектации 259 тысяч юаней. В салоне здесь максимально спортивная атмосфера. Все сделано четко. Смотрите, здесь алькантара. У нас аудиосистема Harman Kardon. Двойное стекло. А это что, друзья? Это ковши. Еще и вставкой с настоящего карбона. Данный автомобиль будет не только в электроверсии, также есть и гибридная версия. Она стоит чуть-чуть подешевле, но лошадиных сил там гораздо меньше, чем в электроверсии. Конечно, полностью спортивная атмосфера в салоне. Вот эти ковши, когда только садишься, уже сразу хочется поехать это все тестировать. Надеюсь, в мае они уже ее зарелизят официально, и мы поедем на тест-драйв. Потому что за такие деньги получить такую мощность, вот с отделкой такой. Кстати, обратите внимание, здесь вот руль. Zikr также начал делать. И вот теперь Lynk & Co. В середине делают алькантару. По бокам, то есть у нас во внешней части кожа классно выглядит. Заинтриговала машина? Давайте будем ждать уже, когда ее побыстрее зарелизят. Мы одни из первых постараемся снять на нее полноценный тест-драйв. На автомобиле установлена хорошая тормозная система в базе. Суппорт у нас идет от Lynk & Co, а тормозной диск идет от Brembo. Но за 69 тысяч юаней вы можете доработать этот автомобиль под трек. Можно будет заменить резину, будут специальные облегченные кованые диски. Также добавится 6-поршневая тормозная система Endless. Вот это тоже сзади настоящий карбон. Вот так вот, наверное, будет выглядеть Волга в 2030 году. Это концепт-кар от компании Geely. Перед очень похож на Манджаро. Если кто не знает, Geely Манджаро сейчас в России будет Волгой. Поэтому я предполагаю, что через несколько лет мы уже увидим вот такую вот решетку, которая так переливается светом на Волге. Ну, это, конечно, хохма, но в целом, если смотреть на их тенденцию, то, скорее всего, будет так. Мы сейчас находимся на стенде Dreamy. Как бы странно это ни звучало, но так это и есть. Они раньше делали и по сей день пылесосы делают. Они уже начинают производить свои автомобили. Причем они это делать собираются не просто где-то на чьей-то фабрике, а сейчас они согласуют с правительством Китая все документы и в Шанхае будет строить новую свою фабрику, где будут вот это все производить. Уже первые автомобили будут доступны в этом году, к концу года, и поедут в Арабские Эмираты. Например, вот этот вот автомобиль сейчас здесь представлен в самой заряженной версии, и цены еще пока нет. Но если мы уберем отсюда карбон, может быть, внешне не будет он так агрессивен, он уже есть, и цена на него составляет 220 тысяч юаней, друзья. Мне сейчас отправили документы по этой машине и говорят, что если будут какие-то вопросы или вы хотите стать дилером нашего бренда, то мы только рады. Но внешне, конечно, это что-то с чем-то. Огромнейший просто, я не знаю, сколько метров в длину этот автомобиль. Он и спортивный, и длинный, и очень интересно посмотреть в салоне. Также есть у них еще вторая модель. Цвет, понятно, да, уже у кого взяли. Раньше делали Ferrari такие цвета, потом делал это Xiaomi, и сейчас вот Dreamy. Кстати, бренд называется Nebula. Что это значит, я не знаю. Если вы знаете, напишите в комментариях. Но вы видите, что делают китайцы-то, а? За такой короткий период от пылесосов в автомобилестроение. Кто-то из вас сейчас будет с пеной у рта доказывать, что китайские машины — это китайские машины, там все очень плохо. Понятное дело, что нужно время для того, чтобы отточить свой продукт. Мы видим, как развиваются, допустим, другие бренды, и понимаем, что поначалу, да, может быть, все пойдет не так гладко, но спустя время, посмотрите на тот же Лисян и скажите мне, неужели Лисян делает плохие автомобили? Я думаю, что нет. Поэтому я желаю удачи этим пылесосам новым и посмотрим, что же будет в будущем. Как мне сообщили сейчас представители бренда, эти автомобили будут выпускаться в двух версиях. Первый — это чисто электрический вариант, и второй — гибридный, EREV гибрид, такой же, как на Лисяне. Зашли в Дипал, у них здесь все стабильно, машины, в принципе, хорошо продаются. Например, в Казахстане появился уже даже целый клуб любителей Дипал, потому что по цене, качеству очень тяжело найти альтернативу. Это новый S07. Здесь есть небольшие изменения. Давайте покажу. Например, добавили новый лидар, улучшили автопилот. На задней части
добавили вот сюда одну камеру, и в салоне небольшие изменения. Вот здесь вот у нас камера усталости водителя сбоку располагается. Ну и тут получается холодильник. Больше ничего не добавили, потому что машина сама по себе уже полноценная. Ее уже который раз? Это уже третий раз, да, на мой век обновляют. Цена-качество. Deepal, красавчики. А это новый Chang'an CS75 Plus HEV. Я на самом деле не ожидал, что обычный Chang'an CS75 настолько прокачают. Цена от 109 до 134 тысяч юаней здесь, в Китае. Во-вторых, новая гибридная система Blue Core HEV, которой так гордится Chang'an. По салону уже довольно интересно. Посмотрите, 3 экрана, обдувы, массажи, подогревы. Имеется также подвеска с технологией CDC. Такое ощущение, что сидишь уже не в Чангане, а как минимум в Deepal. Размеры тоже хорошие. Длина 4,8 метра и колесная база 2800, что делает его полноценным семейным SUV. У Hongqi огромнейший стенд. Продают абсолютно разные автомобили, и правительственные, и для такси. И вот здесь даже, смотрите, есть спортивный какой-то Hongqi H6 со спойлером. Что это за автомобиль, не до конца понятно. Ну, вообще мы в Hongqi пришли посмотреть другой автомобиль. Идем. Это рамный или полурамный внедорожник от Hongqi. Детали еще не раскрывают, но по слухам это будет двухлитровый либо PHEV, либо ERF гибрид. Давайте посмотрим немножко салона. Это, друзья, конечно, не тот Hongqi, который вы видите в такси. Посмотрите исполнение. Аудиосистема стоит Dynaudio. Давайте посмотрим, сколько у нас тут. Двухслойное стекло. Вот такая вот торпеда, экран. Говорят, что автомобиль будет и с блокировками, скорее всего, с несколькими электронными моторами. В общем, пока еще все это держит в секрете, но я вам скажу, что прям интересный автомобиль, потому что все будет зависеть от цены. Мы знаем, что Hongqi делает очень доступные автомобили для масс-маркета, поэтому, возможно, этот автомобиль, так же как и байк, будет продаваться в наши страны для того, чтобы ездить на бездорожье. Пришли на стенд Cadillac посмотреть их новинку Cadillac Vistik, который, друзья, официально теперь будет собираться в Китае на заводе SAIC в Шанхае. Базовые цены на этот автомобиль здесь, в Китае, будут составлять от 468 тысяч юаней. Топ будет уже за 500 тысяч юаней. 103 киловатта-часа батарейка, пока не раскрывает производителя, но я полагаю, что это будет все-таки Cattle. Отличие от американской версии, посмотрите, они установили лидар под стеклом. То есть они не стали играть вот в эту историю с рогами, а поставили его в салоне, внутри спрятали и сделали здесь свой собственный автопилот с компанией Momenta. Адаптировали ИИ-функции всякие разные внутри, ну и вот получился такой продукт. Честно скажу, что, конечно, будет тяжело конкурировать Cadillac с Lysian тем же самым или Nio, но тем не менее автомобиль, конечно, имеет свою брутальную внешность, которую у него не отнять. Пойдем внутрь. Впервые сижу в этом автомобиле, мне нравится вот эта вот традиционная их новая панель. Руль прям отсылка к старым Cadillac. Добавили немножко вот здесь вот, как будто бы как под дерево что-то, но это не дерево, это пластик. Но сама эргономика руля напоминает традиционные Cadillac, прям такие старые. По оснащению здесь стоит у нас 23 динамика, аудиосистема AKG, играет отлично. Также есть голосовые помощники. Управление, правда, здесь, посмотрите, вот этой вот консоли, они убрали физические кнопки и сделали все электронное. Я думаю, что это не совсем удобно, потому что многие китайские производители, наоборот, обратно возвращаются к аналоговым кнопкам. На заднем ряду, в принципе, эргономика по посадке замечательная, но как-то все, знаете, после китайских автомобилей бедно, что ли. Нет экрана, добавили здесь просто два планшета. На самом деле так кажется удобнее. Есть массаж, но массаж такой слабенький. В целом, что могу сказать, друзья? Ну, Cadillac традиционный. Ничего такого здесь сверхъестественного. Есть еще задний ряд, но назад я, наверное, не полезу, потому что места не так много. Еще такой немаловажный момент хотел сказать насчет отделки. Здесь у нас дерево, а тут
Посмотрите, какой пластик. Ну, конечно, Cadillac – это же премиальный автомобиль, да? Почему здесь у нас ничего не обшито? Ну да ладно. Нажатием кнопки на значок открывается у нас багажник. Ну и, к сожалению, багажник у нас не такой большой, что и требовалось доказать. Максимум зайдет, ну, пару чемоданов. У Volvo есть две новинки для Китая в этом году. Один кроссовер EX90, полностью электрический, и также их седан ES90. В данной версии самой полной, которая стоит больше 500 тысяч юаней, цена еще не определена, потому что в следующем месяце состоится официальный релиз. Имеется батарея 116 киловатт, с запасом хода больше 700 километров, с разгоном 4 примерно и 1 секунды до 100, как мне сейчас здесь в компании заявили. Внешне, конечно, выглядит очень солидно, но седан, мне кажется, вот в таком вот бордово-коричневом цвете кажется интересней. Здесь точно такие же спеки, как и в кроссовере, только за счет того, что масса автомобиля поменьше, он может проезжать больше 800 километров, и разгон уже не 4 с лишним секунды, а 3 с лишним секунды, и стоимость больше 400 тысяч юаней. Кроссовер от Volvo у нас 7-местный. Назад можно зайти таким способом, но места в автомобиле крайне мало. И все такое топорное, механическое. Единственный, наверное, плюс в этом автомобиле, что установлена аудиосистема Bauer Wilkins, такая же, которая стоит в BMW. Играет просто нереально круто. NIO в преддверии пекинского автосалона представили свой флагман ES9. Вы, наверное, уже видели много. Я думаю, что этот автомобиль достоин отдельного обзора, поэтому ничего сейчас рассказывать не буду, просто хочу похвалить и поставить лайк. Действительно, NIO делает автомобили для людей. Xpeng представили свой новый футуристичный, огромнейший флагман, который на самом деле похож на концепт-кар, нежели на серийную машину. Но это уже автомобиль, который мы можем купить. Что интересно по технике? 6-местный салон, пневмоподвеска, подруливающая задняя ось, steer-by-wire руль без механической связи, до 3000 топс вычислительной мощности, 4 собственных AI-чипа Xpeng Touring. Это заявка, друзья, на L4 автопилот. Быстрая зарядка от 10 до 80% за 11 минут. И по версиям будет EV-версия до 750 километров по циклу CLTC и ERF гибрид с запасом хода до 1585 километров. Вот это место сбоку, когда на него смотришь, реально напоминает Range Rover. Ну согласитесь же. У Toyota есть только единственная новинка, их электромобиль BZ7. Автомобиль получился на самом деле неплохой по техническим характеристикам и по цене. Но я не думаю, что нужно здесь заострять на нем внимание. Можно отдельно потом снять небольшой обзорчик. Напишите, кому интересно, я обязательно это сделаю. Возможно, в Телеграме вам это все закреплю там на минут 5 и покажу. А так, давайте поставим просто лайк Toyota за их стабильность. Ничего особо нового нет. Равчики, там, Land Cruiser, Toyota Camry. Ну и все, идем дальше. Если у Toyota ничего интересного нет, то у Lexus мы все-таки нашли. Вот это будущий наследник Lexus LFA. Полностью электрический Lexus. 2 секунды до сотни. Обещает, что будет использована твердотелая батарея. И если же этот автомобиль выйдет в серию, то это будет просто, наверное, самый красивый японский автомобиль за последнее время. Посмотрите, какой он низкий и широкий. Вид просто бомба. Отдельный лайк Lexus за этот автомобиль, но он пока концепт. Я понял, на кого похож новый BMW iX3. Это бобер, которому поставили М-пакет. И смотря на его ноздри, такое ощущение, что он сейчас не поедет, а пойдет грызть стенд соседнего Мерседеса. Но если без приколов, тачка очень серьезная. Новый iX3 построен на платформе Neue Klasse. 800-вольтовая архитектура, зарядка до 400 киловатт, до 469 лошадей, полный привод и запас примерно 800-900 километров по китайскому циклу CLTC. BMW говорит, что за 10 минут можно докинуть больше 350 километров запаса хода.
хода. Внутри вообще космос. Панорамный дисплей через все лобовое стекло, такой же, как в Xiaomi U7. Новый интерфейс BMW Panoramic iDrive и полностью переработанный салон. По цене пока ориентир примерно от 350 до 500 тысяч юаней в зависимости от версии и рынка. Показали еще BMW новую семерку с обновленным кокпитом. Конечно говоря, новая мультимедиа выглядит и работает гораздо лучше, чем предыдущая, но почему-то продажи у этой семерки провальные. Mercedes в этом плане их уничтожил давно. Mercedes приехал в Пекин не понтоваться. Пока другие показывают 1000-сильные аппараты с быстрой зарядкой, они выпускают новый удлиненный электрический GLC. Здесь 800-вольтовая платформа, почти 500 лошадиных сил, полный привод, пневмоподвеска от S-класс и запас хода больше 700 километров. Салон огромный, потому что это удлиненная версия специально под китайский рынок. По цене ждут примерно от 450 до 600 тысяч юаней. Было время, когда Mercedes раньше задавал тренды, но сейчас, к сожалению, приходится догонять китайцев. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы старались, но на самом деле времени, конечно, мало. 2 дня поснимать, потому что машин очень много, про каждую подробно не расскажешь. Мне кажется, и недели не хватит, чтобы все для вас подробно снять. Мы возвращаемся в Шанхай, нас ждут дела. Я вот все время не могу найти, чтобы заснять вам обзор на свой 9X. Недавно еще и Lotus себе купил, поэтому сейчас возвращаемся и начинаем плодотворно снимать 2 эти машины. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, ставьте лайки и, конечно же, не забывайте писать комментарии. На них я отвечаю лично. Пересылайте видео своим друзьям, пусть посмотрят, что происходит на пекинском автосалоне. Ну а мы возвращаемся в Шанхай.